Кто это? Это знаменитый тоже скульптор Макс Эссер. Эта фигура тоже в одном экземпляре в выставке была выполнена, она вот у нас. Это мейсоновская мануфактура. Это Дрезден. Голубь, да? И... Это голубь? Нет, это у нас сокол. Наверное, голубку поймал. То есть такая жестокая тема. Костя, ты замечательно смотришься на фоне антиквариата. Ты, наверное, тут и родился. Спасибо. К сожалению, нет. Пока я здесь живу. А что, к сожалению? Не родился. А хотелось бы, Вот да? это очень редкая Откуда ты фигура. знаешь? Может быть, так и было, нет? Вот смотри. Сам Бог велел, Просто говорит. мы здесь их соединили. А, вот это олени, да? Белый олень это Мейсон, а вот лань это самый один из крутых, тоже в 30-е годы был завод, Аллах назывался. Но он при нацистах просуществовал всего совсем чуть-чуть. Вот она тоже такая вся проработанная. Вот. Кстати, да, проработано, посмотри как. Все детали, вот это вот тоже лепная прямо вся. Угу, очень подетально, да. Обалдеть. Кстати, да. Это что он тут показывает нам? Это Аллегории. аллегория, да, это у нас перст, нет, не забыл. Я правда забыл, они парные просто эти фигурки. Какой красивый. Кассилия, по-моему, я не помню. Видишь, она тоже, то есть, надо, я уже забыл. Вот они в Извини, паре, да, конечно, вот эти да, два, они да? парные абсолютно фигурки, да. Ну и тот, и другой вот с музыкальным Это инструментом. точно Амура, вот, по-моему, Офелия. Вот У уже не него помню. крылья, У них птицы, это бабочка, а у нее видишь, бабочки, да. да. Тоже аллегория зимы фигурка, видишь? Она стоит, там разожгла костер. И у нее чаша в руках. Да. Исполнение бывает, это мавр такой, с лошадью, они обычно бывают сантиметров под 25, а это вот такая большая фигура. Это вот целая серия, их из 6 фигур, это музы тоже мейсоновские. Какое здесь хорошее освещение. Что мне сегодня будет ночью сниться после этой всей роскоши, я не знаю. Я прошлой ночью 2 песни сочинил. Ну, я знаю, роскошь тебя будет сниться. Знаешь, как песня снится, она не рокот космодрома. Только как и прежде, снится мне деревня. Ну, детализация, конечно. Да, вот Офигеть. они умели каждую вот. Кузнецовский фарфор. И самоварик, да? Там? Угу. Тут вот все, что в золоте, все кузнецовское. Сзади императорские тарелки. И это Кузнецов. Да, а вот тоже сзади все императорское. Вот тоже очень красивый Кузнецов, хотя простой по форме, очень красивое крытье у него такое тоже малахитовое. Тут как будто боксерская перчатка. Какой странный цветок или что это? Я думаю, что это цветок.
Понимаешь, вот в Не отличие от... раскрывшийся бутон. Да, в отличие от все-таки европейского фарфора, ну, Кузнецов сам по себе был такой кабацкой посудой, он не передает. Вот они все равно лепили, лишь бы слепить что-то. Нету вот... Масла. Да, да. Вот, ну, правда, Своего времени. непонятно, что это за цветок. Хорошо, что они были и оставили нам вот эту роскошь все равно. Кузнецов-то. А эта корова открывается, что ли? Да, это О. тоже Мейсон, тоже масленка. Ничего Вот такая, себе. но все-таки типичная. Вот они знали, как это сделать. Все-таки корова, молоко и масло, понимаешь? В отличие вот она Но вот открывается. такой высокой статуэтки и еще масленки мы уже точно не видели. Вот. То есть она тоже открывается. Ага. Слушай, а вот это что такое? У него лицо там. Я вот сейчас точно тебе не могу сказать, мне надо посмотреть. Это тоже аллегория. Они же, в принципе, Мейсон, очень много у него аллегоричных рука, и фигур было. Надо посмотреть сам сюжет, то есть он с кого-то снял лицо. То есть, видишь, у него нож. И, то есть, у нас, в принципе, даже на сайте, если зайти... А тяжелая. Ага. Обалдеть. Вот для такой небольшой статуэтки очень тяжелая. Тоже все прям, представь, какой он характерный такой. А у него на лице печаль. Ну, понятное дело, кого-то убил. Ну, убил обычно, там, защищался. Причем ужасно, И посмотри, здесь даже мало у того, него что кожа, еще рука. не удовольствие на лице, а печаль. Это, знаешь, тоже что-то, ну, типа, вот как если бы Иван Да, Грозный просто убил сейчас своего мы... сына. Да, Вот что-то надо в этом зайти просто, у нас на роде. сайте она описана, кто это и что, кого он там. Обалдеть. Ничего себе. Вот это вещи, вот это предметы. Вот эти прикольные. Парочка. Эти никого не убили. Вот, ну, ты, может, и Кости видел? Вот эту тоже, видел, да. Ага. Это самый, наверное, знаменитый оркестр обезьяний. Но здесь ценность в том, что, в принципе, их было 21 фигурка, а 10 лет назад они дополнили еще одной, и через 10 лет вот этой. Мгм. То есть вот так да, редко. к юбилейным датам, к 300-летию Мейсоновского завода и к 310-летию. Мгм. Их всего по 300, вот первая была 300 штук, а это 310. Их больше повторять никогда не будут. То есть тут такой коллекционный экземпляр. Да, вот тут своеобразный этот, кто он, охотник с ружьем. Да, это вот такой был скульптор, тоже Француз или Шойрих. кто он? Нет, это немецкая фигурка, вот немецкая сама. А изображен француз. Это егерь. Нет, А, нет, нет, егерь. немецкий егерь. Причем это Ну, манерный вот он она, такой очень. да, она в паре, в смысле, должна быть. А. У нас вот вторая фигурка, вот она стоит, но она просто белая. А, То да? есть они парные фигуры. Да? Мгм. Так, а вот это вот интересно, что такое? Вот это вот с птицей. Что там такое? А это тоже, Конечно, это у непонятно. нас тоже Шойрих, а птица или... Нет, вот с птицей, что это за штука там еще какая-то такая Это интересная? мавр с попугаем называется фигурка, да, это тоже скульптор Шойрих. Очень известный и как бы довольно-таки ценимый. Ух, что-то там прям невероятно. Вот это тоже все шойриховские фигурки. Вот это, вот вторая, там дама такая, Бидермайер называется. Мгм. Вот это вот тоже его вот фигура Диана. Вот такая большая выпячивается между этих красивых маленьких. Вот это мне понравилось, малыши, вот эти два. Вот это тоже очень Беззаботные. красивая и известная серия. Это комедия дель арте называется. Их тоже, по-моему, 16 фигур. Целая серия. То есть вот Да, комедия. еще второй здесь есть, да? Вот второй там стоит, да. Да,
интересно. А вот этот кто такой? В черном кофте. Это тоже серия, из, по-моему, 5 фигур, это горняки. Это масонская такая серия была, то есть это масоны. Горняки. Да. А что это у него там на блюде? Что-то у него? Это что-то он вынес из какую-то руду, Нашел он что-то, да? да, что-то нашел. Добыл. Добыл, да. Видишь, вот тут у него масонский знак. Причем это 18 век, то есть очень старая фигурка. Была, да, видишь, такая Коломбина. Фигура детская. Покажу одну вещь, ее мало кто знает, мне это рассказал в Берлине, даже не в Берлине, на Мейсоновском заводе, очень хороший, скажем, знакомый и друг, у него был свой магазин, что касается этой фигурки. Эта серия была выпущена в 30-е годы, то есть во время нацизма. И вот смотри, просто, это он мне рассказал, я просто, никто не знает. Первый рисунок, видишь, цветной, добрый такой, сказку, книжку она открыла. И что пошло дальше? В черном цвете, то есть уже мировоззрение меняется, и вот, знаешь, вот Мир уже, меняется. да, абсолютно, и все в черном цвете. То есть уже ребенок как бы думает про другое совершенно. И ребенок вместе со сказкой вынужден Да, расти. да, да, да. Ну да. А сейчас я тебе покажу Вот так они и закладывали совершенно смешную мотивы. фигурку. Внимательно смотри. Типа такой кавалер сидит. Теперь Да. смотри внимательно. Монетку, да? Из попы. Выкакивает. Как и дукатами. Мейсон тоже. Да. Необычно. Типа действительно. на богатство. У нас было много фигурок, и их много купили. То есть это реально как бы на прибыль. А вот это что такое вот красивое? Это целая серия ангелочков. Вот большие вещи. Вот смотри, целая огромная. Их, по-моему, тоже их 17 штук этих фигурок. Мне вот Они в это разных нравится. размерах, да. Была большая серия, малая серия и средняя серия. О, а вот это что такое красивое? А это тоже два бюста, просто тоже парные. Девочка и был у нее Парень. как бы парень, да, парники. Тоже Мейсон такой, смотри, как прописано все, да? Ага, поверни, пожалуйста. Золото, цветы. Такие бюсты. Они же, в принципе, какая-то часть фигурок была выполнена для столов. Вообще Вообще все чаще фигурки. Они для заполняли, сервировки стола. дополняли сервировку столов. Это горчичницы, наверное, то есть вот видишь, то есть, скорее всего, горчичницы. То есть они вот все вот как бы Ну, дополняли. если сейчас телевизор нас развлекает или интернет, а то на столе не развлекались Да, фигурками, да, рассматривали, да? Да. Нет, они просто были Как красиво. какие-то тематические вечера и Моменты, ужины, да, ага. и Нет, на самом стол деле это украшался, всё сервировался на украшалось. определенную тему. Да. Мгм. И это все было украшением Ну вот это стола. они там что-то у костра, да? Руки греют. Опять Ну, это тоже всё опять же аллегоричные стилизовано, сюжеты, аллегорично да. под... Всегда было зима, весна, лето, осень. То есть вот опять же, вот он зима, то есть он греет руки. Здесь у нас что? Тоже. Тоже, да. А тут нет огня почему-то. А здесь... Ну вот они как бы всегда шли в целом как бы сюжетно так. Мгм.
Вот это очень редкая серия тоже. Это у нас комедианты такие. Их очень много было тоже в исполнении. Это тоже 18 век. Мгм. А вот это вот что-то интересное тоже. Обалденная, конечно, опять же, по дизайну, по исполнению. Вот эта фигурка, это уже 30-е годы ар-деко. Просто смотри, какая она стильная, вот, по исполнению, вот, по сюжету, даже по всему, по пластике. Необычное, да. Это ар-деко 30-х годов. Тоже мыс. Урожай. Ну, типа осень пришла. Да? Вот огромная тоже серия, их, по-моему, чуть ли не 20, не помню количество. Вот, видишь, называется «Парижские торговцы». Рынок, да. Да, вот раз, вот их 4 фигурки. Смотрите, да, это с рыбками. Да, Ой, да, ты там что? Торговка рыбы, да, был еще Кренделёчки. нищий даже был. их много, там целая серия. Ух ты, а это яблочки. Да, да, торговцы парижские. А вы это что? На голове фрукты. Фрукты. Класс. Красивая по исполнению. Это лодка, не лодка, что это? Ну, ладью они несут. Она, да, держат. ее несут, то есть вода, то есть опять же аллегория такая морская. Вот эта серия называлась «Архитекторы». Их тоже 4 фигуры. Строят, ага. О, а это что такое? А это шкатулка. Чья это? Из ракушек. Германия, я думаю, что она без марки. Германия. Да, видишь, Ну, такая какая даже, красивая. это даже не, мне кажется, это ежевика, да, Ежевика. Костя? Мгм. Ежевика. Немецкое стекло начала 20 века в росписи эмалевыми красками. Очень красивый рисунок. Сфокусируется. Это ваза получается. Я даже не знаю, ваза, бокал. Наверное, ваза, да? Вазочка. Все-таки ваза, конечно. Фигурка мейсоновская, аллегория тоже. А что он делает с ней? Он ей волосы отрезает, надо, можно в книге посмотреть. Вернее, на сайте она описана у нас. Я вот не помню просто. Видишь, у него ножницы в руках. Бог мой, сейчас я подумал. Вот сейчас нынешние дамы там перед друг другом хвастаются и показывают там что-то. Я мебель купила, я не знаю там что там. Себе сделала лицо, а тут показали, посмотри, какая статуэтка я купила. Посмотри, что на ней. И другая думала, что же на ней изображено, да? Ой, ну, если вот взять по тем временам, вот эта фигурка, допустим, да, она могла стоить как деревня с крепостными на 100 человек, на 100 душ. Ну да. Тоже Мейсон. Их тоже вот одна, и с той стороны вторая. Их 4 серии, то есть такие вот музы с детьми, с ангелочками. Все, ребятки, у меня закончилась батарея. И на улице уже 2 часа ночи, по-моему, да? Танюш, привет. Смотри завтра себя на канале у Ивана Рыбникова. Завтра будут видео, присланные тобой. Я жду новые твои комментарии, новые сюжеты об Италии. И не только я. И вот те, кто со мной рядом, твои добрые знакомые. Танюша и И мы. мы пьем за твое здоровье.